Przepraszam panowie, ale nie mówię po polsku. Jesteśmy blogerami z Niemiec. Поэтому будем говорить по-русски. Всем привет, вы в настоящем моменте. Как вы уже поняли, мы находимся в Польше на озере Живец. Мы приехали в Польшу на несколько дней, потому что здесь живут наши родственники. И мы уже не виделись больше года. И вместе с ними мы отправились в путешествие на юг Польши. Здесь ни они, ни мы еще ни разу не были. Рядом город Живец и прекраснейшее озеро. Но мы не только будем снимать природу и наш отдых, мы хотим еще узнать, как здесь жить, почем здесь жилье, можно ли сюда переехать. В общем, много полезной информации, так что оставайтесь, будем изучать Польшу. Мы приехали сюда на машине из Вроцлава, ехали часа два, наверное, да, 250 километров, и заселились еще вчера вечером в такие интересные домики, наподобие вот этих вот, только на другом берегу озера. Я вам сейчас покажу кадры, как мы первый раз открывали эти домики, как мы рассмотрели, что там внутри, и сразу скажу, сколько они стоили. Нам на пятерых, а мы здесь заселились с родственниками, обошлось это на 5 дней в 400 евро. То есть, если брать лично нас с Ладой, то каждый день нам здесь проживание обходится в 40 евро. 40 евро это для такого жилья это прекрасно. Домик номер 3 у нас. Смотри, это 4-й. Вот это наш, да. И здесь так же, как в Airbnb, нужно по коду достать ключик. Сейчас, Дианка, сможем. Так. Ох и техника. О, наконец. Ну что, открывай наш дворец. Мы тут сюда ехали 3 часа. Ух ты, действительно. Пахнет приятно, да, деревом? Дрова, можно топить печку, если будет холодно. Класс, смотри, тут кухня есть. Туалет. Я на 2-й этаж. Покажи туалет. Сейчас мы придем к тебе на 2-й этаж. Окей. Свет горит, это уже хорошо. Где он горит? Горит, он там лампочка загорелась. Ну, отличный. Это такой санузел. 2 этажа. Смотри, обогреватель. Обогреватель есть, потому что может быть... Книжки есть на польском. Виталик, все, начинаем польский изучать. Книжки есть. Немецкий уже выучили? Да, немецкий уже выучили. Лестница крутая, сейчас как бы не упасть. А зато здесь можно спать. На 2-м этаже. Ой, там на балконе паук. Паук? Там паутина посередине балкона. Ну там маленький. Вот, видишь? Там какой-то паук. И паутина. А мы его прогоним. Как? А вот так, смотри. Я боюсь. Смотри, Уходи, а паук. тут что? Тут есть балкон? Балкон, слушай, класс, да? Какой-то паук. Смотри, Я тут можно на боюсь. балкончике стоять. Лада, посмотри на паутину, там паук. А, да ничего, смотри, какая красивая паутина. Ты не понимаешь просто. Это красота, это украшение. Очень интересно, неожиданно. А за нашим домом, там с той стороны должно быть видно озеро, но его, наверное, не видно. Ну да, тут так. Немножко опасно. О, чур я тут сплю. Это твоя, да? Говорили, дверей нету, а двери есть. Все четенько. Лада, давай, ты тут, а я тут. Хорошо, договорились. Жаль, не видно самого озера, смотри, тут за дамбой. Ну зато видно горы. Да. Посмотрите, друзья, это Польша.
если бы мы вам не сказали, что это Польша, вы бы могли подумать, что мы где-нибудь, допустим, в Швейцарии, или там в Италии опять поехали, или в Германии на юге, или еще, я не знаю, вы говорили, что мы поедем в Прагу, но мы в Польше. Посмотрите, эти горы называются... Бескид. Бескид. Мы еще, правда, не совсем изучили Польские названия для нас сложно откладываться в голове, потому что у них особенное звучание. Ну, как все незнакомое, оно как-то с первого раза не запоминается. Ну ничего, мы все еще выучим. Мы уже выучили название этого озера. Сначала я даже не мог запомнить. Живец. На улице плюс 20 мы нашли какое-то кафе. Написано байк-кафе. И здесь что-то непонятное написано. Нужно уметь читать по-польски. Но, надеюсь, можно чего-то вкусного съесть или выпить. Наше первое знакомство с польским кофе. Выглядит красиво, посмотрите. Кофе с молоком. И сейчас мы узнаем, сколько стоит. 24 злотых. Здесь все в злотых, поэтому приходится пересчитывать. Мы сейчас... Я пересчитала уже. Да, и сколько получилось? Получилось 5 евро 60 центов, на двоих это 2 евро 80 центов. Ну, практически 3 евро. Практически так, как в Германии. Да? Но надо учитывать, мы здесь как бы в курортной зоне, здесь может быть немножко дороже, чем в городе. Очень хороший кофе. Класс. А вид какой? А вид это вообще... Ты сидишь спиной, тебе нужно повернуться. Вид делает кофе еще вкуснее в 2 раза. Да, здесь какую бы цену ни поставили, здесь было бы все вкусно. О, Диана, ты своим напитком? Спрайт. Ну, типа спрайт. Диана, у тебя сейчас каникулы, да? В каком классе ты учишься? Почти в 4-3. В какой школе ты учишься? В польской или в украинской? Украинской. Преподавание идет на украинском языке? Польский язык на польском, английский на английском, а остальные все на украинском. Ага. И насколько хорошо ты по-польски уже говоришь? Ну, я не знаю. А ты знакома с... Из 150%. Типа. А, отлично. Прекрасно. А ты знакома с польскими детьми? Ну, когда-то на площадке знакомилась, но у меня нет с ними контакта. А если ты с ними заговоришь, ты их поймешь? Плюс-минус, да. Twende pole pole chini ya mti, ndoto za mvua zinaimba nami, mwanga wa jua juu ya milima, sauti ya dunia inapona roho. Hakuna matata, hakuna matata. Недалеко от озера, на котором мы остановились, мы нашли городок, который называется Живец. Впрочем, он называется точно так же, как и само озеро. А река, которая здесь протекает, называется Сола. И все это находится в Южной Польше, в Силезском воеводстве. Интересно так, воеводство, да? Тут воеводы ходят. Я чуть с одним воеводой не столкнулся только что. Друзья, этот городок нам напоминает наш Гайслинген в Германии. Он по размеру почти такой же. Здесь живет 32 тысячи человек. Как город-близнец. Да, почти близнец. Он даже похож. Единственное, что в Гайслингене у нас нету такой реки и такого озера. Там только небольшие речушки протекают. Но так, по домам, по архитектуре вообще точно как Гайслинген. Зачем мы вообще приехали сюда? Что мы хотим узнать? Дело в том, что когда-то 24-й параграф, на котором мы находимся в Германии, он прекратится, и нам придется делать быстрый выбор, если нас попросят на выезд из Германии. И куда ехать у нас, может быть, в тот момент не будет никакого времени, чтобы определиться со страной, и наугад ехать не хочется. Поэтому мы рассматриваем ближайшие страны, вот Польшу, например. Если мы поймем, где нам нравится,
как дорого здесь стоит жилье, аренда жилья, продажа, покупка, где здесь можно работать, то мы будем знать. Самое главное, какие налоги здесь платить и какая страховка. Да. Вот это вот определяющий момент. Все это мы хотим разведать, друзья, и вам рассказать тоже, потому что эта информация не только для нас, она может вам тоже пригодиться. Город расположен в очень живописной части, здесь такая горная местность, и нам очень сильно напоминает Прикарпатье или даже Карпаты, да, вот украинские села, которые тоже, кстати, имеют вот такие вот хаты с соломенными Очень похоже. крышами. Вообще наша природа, наша энергетика здесь. Такое чувство, что мы попали в Украину, но немножко анимечную. Но чем знаменит этот город Живец? Знаете чем? Оказывается, здесь делают пиво, которое известно во всем мире, по крайней мере в Европе. Вот, так что мы не зря сюда приехали. У нас все впереди. Пиво нужно попробовать, да? Но это обязательно. Кроме того, если рассматривать промышленность, то здесь есть заводы, которые производят запчасти для автомобилей, связанные с BMW. Здесь есть где работать. Ну и еще туристическая сфера. Например, вот озеро Живец, на котором мы остановились. Там очень много туристических мест, которые нужно обслуживать. В общем, красота, она требует сотрудников, так скажем. Или же, например, если есть какая-то удаленная работа, это вообще отлично. Как у нас. Да, это подходит для всех. Сейчас мы с Ладой поищем на местных сайтах недвижимости, сколько стоит аренда жилья. Сравним с Германией, посмотрим, насколько здесь выгоднее можно снимать квартиру. И потом посмотрим еще, сколько стоит жилье, если попробовать его приобрести. Сразу предупреждаем тех зрителей, которые нам пишут, что у вас есть деньги, вы собираетесь купить жилье. Нет, мы просто узнаем на всякий случай. К сожалению. Если бы у нас были деньги, мы бы нашли уже какое-то жилье, купили Мы бы уже жили. и не мучились бы, да. А так мы просто узнаем, опять же, ну мало ли. Думаю, что это не только нам интересно, это многим интересно и, возможно, может даже полезно. На одном из польских сайтов мы нашли аренду квартир. Сайт называется Otodom. И вот самая дешевая квартира, которую мы нашли, она стоит 1470 злотых. Это однокомнатная квартира, всего лишь 25 квадратных метров. Очень маленькая, такая, как у нас с Ладой в Гайсине. Да, точно такая же. Это получается 344 евро. Что в этой квартире есть? Они сдают с мебелью или нет? Там эта квартира пустая. Ага. По немецкому образцу. Квартиру сдают пустой. Зеркало висит. На кухне какие-то шкафчики. Плюс коммуналка 350 злотых, это приблизительно 72 евро. То есть в общей сумме получается 416 евро. И еще нужно заплатить за нее депозит 3000 злотых. Это самая дешевая квартира. Но есть еще за 1800 злотых 57 метров, 3 комнаты. Но она уже идет с мебелью. Если прошлая квартира была полностью пустая, то это уже идет такая с мебелью, меблированная, большая. 57 метров считается большая, второй этаж. Потом есть такие цены, как 1700 злотых, 2200 злотых. То есть, я так понимаю, от 350 евро и до 2000 евро в месяц. Смотрите на эту улицу, это ж, классический немецкий городок. Вот полностью, как в Гайслингене. Единственное, что... Ну да. Если к деталям присмотреться, то, конечно, не так. Чуть-чуть. Но в общем и в целом все очень похоже. Поэтому мы себя чувствуем здесь нормально. Комфортно. Как будто дома. Все знакомо, и гонщики также гоняют, как у нас. Люди другие немножко, язык другой. Проще. Язык интересный, просто, вы знаете, мы выяснили, что мы просто не знаем, как читаются эти буквы. Это же латиница, да, но у них созвучия вообще другие. Например, РЗ у них читается как Ш, а я читаю РЗ, а оно получается Ши. И поэтому невозможно прочесть правильно. И еще есть у них такая буква Е с хвостиком, а она читается как ЕН.
Поэтому на слух польский язык воспринимается легче. Он нам... Да, чем пишется. Но это уже наверняка католическая церковь. Если это вообще церковь, это, наверное, просто башня с магазином. Я думал, это церковь. Прошу прощения. На вид это как церковь, а так-то это, в общем-то, что-то непонятное. Аутлет, магазин, бренд. А церковь вон там. Вот знаете, иногда не хватает времени на то, чтобы узнать, где какие здания находятся, где мы сами находимся. Потому что очень быстро перемещаемся. Только что были на озере, сейчас приехали вот в городок, рассматриваем его. Это как бы похоже на замок, да, на крепость вообще. Флаг какой-то с гербом висит. Явно историческое здание. Ну, историческими зданиями вся Европа полна. Это нас уже не удивляет, но как раз они очень сильно украшают. Вот небольшой макет этой местности. Скорее всего, это старый город. Дворцы. Мы находимся где-то здесь, вот прямо во дворце, смотрите, в этом месте. А там колокольня за забором. Лада как раз пошла к колокольне. Здесь находится остановка общественного транспорта, которая называется Замкова. Видите, расписание автобусов, все четенько. Мне это нравится, когда табло есть на остановке, ты видишь, когда приходит следующий транспорт, это очень удобно. В связи с этим мы поняли, где мы находимся. Мы находимся возле замка Габсбургов. А Габсбурги — это немецкая династия. Учитывая, что здесь есть еще такое прекрасное озеро, то Гайслинген даже проигрывает. Dołączmy te intencje, które śledziłyśmy w swoim sercu, które chcemy przedstawić Bożemu miłosierdziu. Ну вот, нежданно-негаданно мы с тобой вышли на центральную площадь. Посмотри, это точно центральная площадь, потому что вот есть надпись «Живец». Особенно в любом германском городе вот есть такая площадь. Да, площадь. Фонтан из-под земли бьет. Древнее сооружение. Ресторанчики на улице. Сейчас потеплело. Сейчас плюс 14 градусов. Не так-то и тепло, честно говоря. Видите, мы еще в куртках. Курточка, холодный но на ветер. Солнышко теплое, а ветер холодный. Да. Да. Ну, я думаю, посмотрев центральную площадь и некоторые улочки, можно составить себе представление про то, каков он этот город. Есть очень инстаграмные такие инсталляции с цветами. Nareszcie wolny, czuję luz, w kieszeni słońce, nie mam już guz, nie potrzebuję żadnych dróg, w głowie cisza, w duszy Bóg. На польском сайте недвижимости мы нашли 18 объявлений с объектами, которые продаются. Сайт, который называется Градка. И полистав, мы обнаружили самую дешевую квартиру, которая стоит 325 тысяч злотых. Это трехкомнатная квартира, но 48 квадратных метров всего лишь. Это для трехкомнатной квартиры очень небольшой метраж, конечно. Эквивалент на 76 тысяч евро. 76 тысяч евро. Мне кажется, это очень странная квартира и дорогая, как для такого городка. А тут совсем есть малюсенькие комнатки просто. Давайте вообще полистаем страницы этого сайта и посмотрим, что предлагают. За 335 тысяч злотых есть квартира 47 квадратных метров, но двухкомнатная. Квартира с мебелью я вижу, но не везде.
кухня установлена. Чем отличаются польские квартиры? Тем, что они продаются не пустые. Видите, здесь уже ремонт, все сделано. 78 тысяч евро. Это 78 тысяч евро стоит такая квартира. Дальше смотрим, 550 тысяч злотых. Сейчас Лада посчитает, скажет. А мы пока полистаем. Тоже полностью отделанная квартира с мебелью, со шторами, даже с телевизором, со всеми шкафами. Это, видимо... 128 тысяч евро. 128 тысяч евро. Ну, дорого, в принципе. Но это все равно дешевле, Даже чем больше, в Германии. 129 тысяч, там немножко. Угу. Но в Германии такие квартиры начинаются от 300 тысяч, по-моему, да? То есть это все-таки подешевле, чем в Германии. Тем более надо учитывать, что все полностью уже здесь сделано. Ну да. Просто покупай, заходи, живи. Но почему-то метраж у них у всех маленький. 52 квадратных метра. Это разве квартира для трехкомнатной? У нас трехкомнатные в Украине считаются от 60 квадратных метров. Ну, минимум. Да? Ну, и выше. Мы жили с Ладой однажды в Буче в двухкомнатной квартире, которая занимала 78 квадратных метров. И там были огромные комнаты. Так, вот есть побольше квартира трехкомнатная, 60 квадратных метров, 470 тысяч злотых. Сколько это получается в евро? 110 тысяч евро. 110 тысяч евро. Вот в этом домике, тут, я так понимаю, две квартиры в этом доме находятся. Дуплекс. Одна квартира справа, другая слева. Двухэтажные квартиры. И можно купить за 110 тысяч евро. Но тут я уже смотрю, мебели нету. Это она... Она в ремонте, еще ремонт не доделан. Так, ну и еще так для обзора. Смотрите, какие цены. Опять трешка. 900 тысяч злотых. В таком красивеньком домике современной архитектуры. 210 тысяч. 210 евро. тысяч. Ну, это уже такие менее доступные для простых людей квартиры. И тут дальше дороже. Дороже это всегда можно найти. К нам плывет белый лебедь. Прямо бесстрашный такой. Наверное, думает, мы его чем-то покормим. Камушек. Слушай, ну обмануть его тоже нехорошо, но ничего, а что поделаешь. Это что? Он что? Он ходит. Я думала, они только плавать умеют. Нет, он бегает по суше. У него же ноги есть. Красавец такой. Обиделся. Не дали ему покушать. Да ты что? Что с вами? Мы один человек. А, вы срослись, да? Мы срослись. Понятно, но курица еще не готова, крылышки еще не сжарились. Жарили, я не знаю, сжарилось или нет, сейчас буду пробовать. Мы уже по 2 банки пива выпили. Вот я про себя. Вот смотрите, какая. Ну, красивая. Красиво. Нет, это не шашлык, это курица. Гриль. Ну, как шашлык? Гриль. Гриль. Это 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 ее нога? крыло. Еще хуже. Ну что, готово. Кстати, Готово, хорошо, да? Очень даже вкусно вкусно. выглядит. Да? Ты тоже хочешь? Вуаля, смотри, ладно, покажи.
Все уже поджарилось. Обалдеть. Все-таки у нас получилось. Не это прошло сделать. и полгода. Ну нормально, ничего. Главное, что С пивом вообще... все получилось, да. Да, я арбуз. Диана довольна, Виталий доволен. Я тоже. Nareszcie wolny, czuję luz. W kieszeni słońce, nie mam już guz. Nie potrzebuję żadnych dróg. W głowie cisza, w duszy Bóg. Szczęście mam tak lekko mi, jakby świat grał tylko mi. Czuję blaski w sercu rytm. Jestem sobą, to mój hymn. Przyszłość. Эта польская деревня называется Зажече. Она стоит на горе. Мы сейчас как бы на самом холме находимся. С той стороны озеро, озеро Живец. Мы подойдем, посмотрим. И вот прямо здесь, где-то на соседней улице, продается дом. Мы нашли, просто искали ради любопытства, почем здесь дома, можно ли здесь купить что-нибудь подходящее. И мы вам скажем, дешевого здесь нету, потому что это как бы курорт. И самый дешевый дом, который мы нашли, стоит $75 000. Но он жилой. Озеро видно вот отсюда. Вот такой вид открывается отсюда, посмотрите. Красиво, представьте, жить на горе с видом на озеро. Смотри, какая улочка. Мы тут еле и проехали. Две машины не разъезжаются. Мы обнаружили, что собаки это хорошо. В Германии мы как бы без них немножко скучаем, но с другой стороны задолбали они лаять на нас здесь. Ну, здесь, по-моему, лучше было бы без собак. А, вот это вот. Да. Прям. А, посмотрите, мы рядом стоим. Мы нашли! Ура, мы это Вот нашли! он, да он совсем небольшой, на фотографиях казался больше. Видите, он обшит сайдингом, поэтому непонятно, из чего он сделан внутри там. Это практически дачный домик. 63 квадратных метра, да? Вместе с домиком продается 7 соток земли здесь. Это все за 73 000 евро. Ну, как бы, смотри, с этой стороны он кажется уже больше, немножко. Вот это такая калитка, вход на участок. Вот он двор. Сейчас Лада прочитает, какие тут коммуникации есть. Значит, здесь есть канализация, вода проточная, Городская. городская, И, по-моему, тут есть еще скважина. Я вижу, даже он краники скважина. стоят. Да. Дом, год постройки 1989 год постройки. Окна пластик, кровельное покрытие, листовой металл. 2 комнаты внутри. Сад еще есть, посмотри. Прекрасный сад. Посмотрите, как тут жить вообще круто. Вообще, на самом деле, крутой дом. В нем нету отопления. То есть обогревание зимой производится с помощью камина, дров. То есть это нужно, там стоит по всей вероятности печь. Ну, как буржуйка, наверное. Ну да, вот этого такое. явно недостаточно. Но написано, что газ в соседнем участке. Смотрите, здесь все остальные дома такие достаточно крупные, жилые. Много людей здесь, не так, как в Германии, да? По улицам ходишь, там людей почти не видно. Вообще а здесь никого, жизни нет. А здесь тут вообще ходишь, там человек, там кто-то смотрит, кто-то здоровается, время собаки ездят, да. гавкают все да. на тебя. То есть Вот, и отсюда еще видно прям озеро Да, Живецкое. да. Так что место отличное, и просто домик маленький. Я смотрел на фотографиях, там первый этаж только, 2 комнаты, и есть мансардный этаж под крышей, под самой, там небольшие такие комнатушки, кухня. В общем, я думаю, что строился он как дача, но его можно переоборудовать. тут есть школа, тут есть, в принципе, вся инфраструктура, все супермаркеты. Тут такое село не глухое, заброшенное какое-то там в глубинке село. Это село такое развитое, красивое. То есть в таком месте хочется жить. Только на работу придется ездить в город Живец, хотя это недалеко, он совсем рядом здесь. Но отсюда, скорее всего, можно только машиной выезжать. Внизу, там, где мы проезжали возле школы, там есть автобусная остановка. Можно, наверное, автобусом. Но Я думаю, да. мы не выяснили, насколько они часто ходят, как в Польше, с автобусами. То есть можно сравнить с домиком в Италии. В Италии тоже домик на горе, вот так, ну, точно аналогично этому, да?
Но село совершенно другое. То есть, если там было какое-то забитое, заброшенное село, там, где нету ни магазина, даже ни одного магазина не было, ни школы, ничего. Здесь есть и школа, и магазины, и супермаркеты, и вообще красотища, и вот такие вот все ухоженные, богатые дома. То есть, это богатый район по сравнению. Мы решили посмотреть, сколько в этом селе Зажечье вообще стоят дома, другие дома. Надо будет называть цены в злотых, потому что на сайте написаны цены в злотых. И на экране мы будем писать цены в евро. Это такие дома, вот, которые здесь стоят. Смотри, вот первый дом 695 тысяч злотых. Вот на экране, да? Дальше, второй дом 1 миллион 849 тысяч злотых. 1 миллион 69 тысяч злотых. 1 миллион 315 тысяч злотых. Вот, 895 тысяч злотых. Опять миллионы пошли, 830 тысяч злотых. И опять, ну, в общем, в основном миллионы. За миллион. Друзья, здесь живут миллионеры, польские миллионеры. У всех дома минимум 1 миллион злотых. Едем, ура! Ты рада? Да, что я с тобой сяду? Хорошо. Быстрее. Опа! Мы сейчас вот тут. Гора Яворжина, 948. И там дальше подъемник. Мы поднимемся на 1257 метров. То есть мы сейчас поднимемся на 1257 метров, да? Второй подъемник, мы запрыгнули успешно. Вот, едем на вторую гору. Все, мы застряли на подъемнике. Никуда не едем. Выключили свет. Слушай, а реально? Слушай, ну тут в принципе можно спрыгнуть, если что. Я могу спрыгнуть, пойти. Чтобы позвать на помощь. Поехали? О, поехали дальше. Это просто... Не, ну знаешь, после вчерашнего отключения света, Ну может да. быть все. Как бы. У меня первая мысль тоже была, отключили свет, теперь Польша, и мы застряли, как люди в других странах, в лифтах. Мы на подъемнике Да, да. застряли. Такое тоже может быть. Ну, у нас еда есть с собой. Да. Ищем дорогу на гору. Камни. Камни. И камни. Фу. Жаба. Здоровая. А почему на горе жаба? А, слушай, может это гора Жабья называется? Да, может жабе. Мы снова находимся на центральной площади города Живец. Вот подтверждающая это название вывеска. Вечером здесь еще и фонтаны работают с подсветкой, очень красиво. Но вообще я хочу подвести небольшой итог этому нашему познанию Польши, так сказать. Это, конечно, субъективно абсолютно, но кое-что есть, и с которым многие согласятся. Я хочу сделать небольшое сравнение с Германией, потому что мы уже какое-то время прожили в Германии и уже понимаем, как там устроена жизнь, и теперь кое-что узнали про Польшу. И вот что я понял. В Польше зарплаты где-то приблизительно в 2,5 раза ниже,
чем в Германии, но зато здесь ниже аренда жилья и покупка жилья. Правда, не в 2,5 раза, ниже где-то в половину. Все зависит от региона. Говорят, самые дорогие города – это Варшава и Краков. Если вы будете искать жилье где-нибудь в таких регионах, как Живец, например, то здесь будет дешевле и, естественно... Несмотря на то, что это курортный город. Да. Второе, то, что мы узнали про медицину. В Польше немножко проще с медициной, в том смысле, что здесь есть частная медицина, частные кабинеты, вот как в Украине. Если ты не можешь попасть в государственную клинику, то ты можешь пойти и за деньги обратиться в любую частную, без всякого ожидания. Но, конечно же, придется заплатить за один прием минимум 200 злотых. Так мне сказали. Да, да. Но если ты хочешь полечиться в государственной клинике, то тебе приходится ждать иногда по 2 года. Да, мы знаем один пример, когда женщину записали к доктору, как он называется, не помнишь, доктор? Флемолог. Флемолог, да? Его записали вот в этом году, в 25-м, на 27-й год. То есть, представьте, ожидание 2 года, человек может умереть за это По-моему, время. Германию переплюнула Польша в этом плане, да? Ну да, мы больше чем полгода в Германии не ждали. Но это лично наш опыт, может быть, у кого-то есть другой. Следующее, медицинская страховка. В Германии это самое пугающее для нас дело. Но мы уже в прошлом видео рассказали, что нам придется платить всего лишь 408 евро, хотя мы ожидали сумму побольше. Здесь же, в Польше, немножко дешевле. Если в Германии нужно со своей зарплаты платить где-то 15,6% страховки медицинской, то здесь всего лишь 9%, ну это намного меньше. И в Польше тоже медицинская страховка обязательна. Очень похожие между Германией и Польшей законы, но в Польше как бы немножко помягче, кажется. Например, считается, что в Польше немножко легче бюрократия. Но на самом деле не во всех сферах. Если взять, скажем, банковскую сферу, то да, то там можно быстрее получить карточку, меньше бумажных писем, меньше волокиты иногда бывает. Но если взять сферу получения гражданства, то в Польше это даже сложнее, потому что, во-первых, по срокам дольше. В Германии сейчас можно получить гражданство за 5 лет. 5 лет законного пребывания в стране, и ты сдаешь на B1 язык немецкий, и можешь получить гражданство. В Польше же от 8 до 10 лет можно ждать гражданства, хотя на первых стадиях легче получить ВНЖ на 3 года, но потом уже само гражданство нужно добиваться, и очень большая волокита и бюрократия. В этом смысле мне рассказали, что в Польше есть такие люди, которые называются помогаторы. И эти помогаторы, они берут тоже денег, и немалых денег. Например, я уточнил 500 евро за то, чтобы оформить переход на другой параграф, если говорить по-немецки, да, так скажем. То есть, если человек находится как украинец в Польше и сейчас переходит на ВНЖ, хочет получить карту побуту, то ему нужно собрать кучку документов всяких, и за это он заплатил помогатору такому неофициальному 500 евро, чтобы тот за него как бы составил список документов, помог их получить и рассказал, где их взять, в какой кабинет зайти, там, в общем, чтобы человек не пропустил чего-нибудь, сам не прозевал. В Германии такого нету. Помогаторство это, скорее всего, будет считаться незаконной деятельностью. Поэтому в Германии, можно сказать, даже в этом плане бюрократия есть, но она простая. Ты записываешься в Ausländerbehörde, приходишь, и там без всяких помогаторов, разве что с переводчиком, потому что язык сложнее. Договариваешься, тебе рассказывают, какие документы тебе нужны, и ты сам ходишь, их собираешь. В общем-то, в этом смысле, мне кажется, Германия даже прозрачнее, потому что законы там действуют четче. Польский язык намного проще воспринимать, да, его сложно читать, но на слух мы понимаем очень большой процент. Я думаю, ну, как бы о чем речь идет, мы понимаем сразу же. Немецкий язык, конечно, вводит в ступор, и нужно много лет потратить для того, чтобы его адаптироваться к этому языку. Даже если ты выучишь, то тебе надо все равно еще какое-то время к нему адаптироваться и вникать. Да. Надо минимум лет 5, ну хотя бы. Да. И получается, вот для получения гражданства в Германии и в Польше везде нужен уровень языка B1. Конечно же,
в Польше B1 достичь гораздо легче. Хотя вот у меня есть немецкий B1, на самом деле это ни о чем не говорит. Я уже рассказывал. Это не о знании языка, Да. это о гражданстве. Я просто Знание языка это другое. подготовился к экзамену, и вот у меня как бы вышло его сдать. Налоговая система в Польше тоже сложная. Мы ее еще до конца не изучили, мы просто поспрашивали. На самом деле здесь тоже много берут налогов. Нельзя сказать, что в Польше по финансовым соображениям жить лучше. Но есть другие соображения, например, менталитет. Польский менталитет для нас ближе. Здесь очень многое похоже на Украину. Например, центр этого города больше похож на немецкий городок, да? Но если выйти куда-то немножко от центра отойти на окраины, там уже много украинского, так скажем. Роднее нам. То есть мы чувствуем, Да. что мы здесь бы могли жить, но есть одно но. Во-первых, у нас больная мама и старенькая, и для нее, например, никаких социальных плюшек здесь нету. Ну и вообще для беженцев здесь социальных пособий никаких нету, кроме есть на детей ежемесячная выплата в 800 злотых. Это только для тех родителей, которые работают причем. Я имею в виду для украинских детей. А сейчас мы прощаемся с вами, друзья, но мы еще не уезжаем из Польши. Еще будет точно одно видео из другой местности, не из этого городка. Пускай это будет для вас сюрпризом. Хотим пожелать вам всем хорошего настроения, счастья, мира Оптимизма. и радости. Всем Пока. пока. Jutro przyjdzie nowy dzień. Zniknie lęk, odejdzie cień. Wszystko płynie, wszystko trwa. Będzie dobrze tak.